Итак, всем привет, мы находимся на DreamHack, и сейчас у нас экстренное интервью с Йоло, Свак, всеми, да. Мы поговорим с Вилатом Волочаем, который здесь комментирует игры. Вопрос сегодняшнего дня, как тебе 3-2-2? 3-2-2, вот сегодня у нас в игре Маус против Liquid была ситуация, когда счет был 3-21, стало очень страшно. Но 3-2-2 все-таки прожилось, и 322 это как 2-2-8 было, только 3-2-2. Вот мне интересно, что 3-2-2 в этом в уголовном кодексе, что это такое? Это, не знаю, собачество. За поедание бананов? Казнь бананов тебе. А ты что думаешь про 3-2-2, Хвост? Я думаю, что молодец, парень. Нажил денег себе, а вы тут вот начинаете. Не, типа 3-2-2 денег. Ну, 3-2-2 денег, подожди, это в местную голду, давай переведем, это сколько будет в местной голде денег? Много. 3-2-2 это на 6 умножить можно, да? 2500. Не, на 6, куда это? 2000 местной голды. 2000 местной голды. Это, собственно, я столько заплатил за 2 билета из Швеции, из Стокгольма в Йончопинг. Ну, короче, что, 3-2-2, все прикольно. На DreamHack все говорят только про $322. Тут даже все, лоллеры все говорят, я не знаю. Я вот ходил лол смотрел, пытался учиться, потому что тут уже шансов нет. Мне нужно или корейцем становиться, или лоллером. По-другому не выжить в этом мире. В этой доте. И что, в натуре там все про 3-2-2? Да, они все только об этом и говорят. У меня сегодня человек 20 уже. Блин, где ты такую шапку взял? Келли подарила. Лодина. Лодина подруга. Хорошо, если серьезно, можешь рассказать про ситуацию? Там многие говорят о том, что якобы вы сильно, очень быстро среагировали, там на самом деле якобы, что там... Ну, хорошо, я сейчас расскажу, как это приблизительно было. Собственно, вчера Каспер комментировал игру, я думаю, большинство ее смотрели. Мы ее не смотрели, потому что мы были вот здесь на подъездах как раз в Йончопингу, в лесу, да, в лесу. И играли за Rage против Rockskis, то есть я, в принципе, ввожу в курс сейчас тех, кто не знает. Z-Rage были явными аутсайдерами этого матча, и коэффициент на их победу был 3.32. Так вот, сама игра была довольно странной. И, собственно, уже во время самой игры, во время комментариев, Каспер несколько раз сказал, что что-то, ну это какой-то нереальный фит, что-то какая-то фигня происходит. Сразу же после игры наши партнеры, собственно, партнеры нашего StarLadder и компания букмекерская GamingBets.com, которая у нас... Решка.com. Да, которые у нас, собственно, давным-давно с нами уже работают, как бы советуются с нами и так далее. Связались как бы с нашим контент-менеджером, с нашим комьюнити-менеджером и сказали, что довольно подозрительная была активность на этом матче. Слишком большое количество денег ставилось на... $100? Там, кроме этих, там еще была куча ставок. И слишком большое, странное количество денег ставилось на аутсайдеров. То есть обычно такого нету. И, собственно, опять-таки, когда букмекерская контора имеется подозрительная активность, они начинают проверять. Я всего 200 поставил. Ты всего 200, ну тебе можно было, подожди, мой юный друг, тебе можно было ставить. Так я с Тендином Если тебе играл, Соло вместо не Ванскора. сказал, конечно, что ты... Я вместо Ванскора с Тендином. Вот откуда шведские айпишники, я понял. Так вот, и, собственно, после того, как начали проверять, админы eGamingBets, они нашли соответствие, они нашли айпишник новороссийский, они нашли айпишник Соло, и они нашли просто-напросто вывод $322 на аккаунт, который принадлежит, собственно, Соло, и который он ни от кого не скрывал. Мы сразу же на это отреагировали, то есть как бы по горячим следам мы быстро разобрали ситуацию, мы проверили IP, так как я опять-таки уже это озвучивал, так как в случае мошеннических действий букмекерская контора имеет право для выявления мошенничества, собственно, предоставлять данные. Они предоставили IP-адрес, мы его проверили, он совпал с IP-адресом, собственно, Соло. То есть деньги были выведены ему сразу же после игры. Деньги были сделаны, ставка была сделана на аккаунте, логин этого аккаунта, это, собственно, фамилия и имя девушки Соло. А может быть это бывший ее? Может быть это бывшая, и она ему решила насолить, это вариант. Да, собственно, об этом нам сразу же после того, как мы анонсировали свое решение, написали менеджеры организации Rockskis. Я их прекрасно понимаю, Брюса и Подокса, и как бы на протяжении практически всей ночи велись переговоры с нами, и как бы пытались ребята доказать невиновность Соло. То есть позиция Rockskis была такова, что какой-то недоброжелатель, у которого та же подсеть, тоже IP, что у Соло, то есть это его сосед, пошел, внес $100 на счет, Семен, внес $100 на счет, этих $100 поставил случайно на Z-Rage, он выиграл деньги, и как только деньги он выиграл, $320, он решил, мне $320 не надо, я лучше подставлю Соло. Звучит и вывел эти деньги на аккаунт Соло.
Только это не обязательно сосед, а мог быть хакер, который айпишники умеет подделывать. Да, или это мог быть хакер, который умеет подделывать айпишники, который знал фамилию, имя его девушки. Семён и же. который знал, У нас который есть знал хакер IP. Ну, собственно, Семён. мы посчитали это веским доказательством и как бы опубликовали уже наше решение. Нас поддержали уже довольно много организаций. Организация Rockskills, конечно, немножко против этого. И, насколько я знаю, сегодня они весь день вели переговоры с Каспером и дошли до консенсуса. Так как у нас есть еще кое-какие подтверждения вины Соло, я их не могу о них сказать прямо сейчас, и как мы уже сегодня с Каспером сказали в трансляции, сразу же после окончания DreamHack или во вторник, или в среду будет, собственно, опубликовано абсолютно полное решение. Скажу сразу, что, возможно, будут пересмотрены санкции, но по отношению к другим игрокам команды Rockskills и, возможно, к самой организации. Меня пустят дальше? Санкции к Соло будут пересмотрены, не будут пересмотрены точно. То есть это lifetime бан на всех турнирах, организованных нами. Это однозначно. Ты как считаешь, правильно мы сделали или нет? Нет, Не, ну если серьезно, Саня. серьезно. Неправильно? То есть его не надо было дисквалифицировать? Нет. Ну, то есть ты считаешь, что это нормально? Нормальный пацан. Это его проблемы с этим вот и гейминг-бетсами вашими. А вы тут при чем вообще? Ну как мы тут при чем? Так Мы вы вообще поймали никакого человека. отношения в этом Не-не-не, нет. подожди, я тебе объясняю. 15... твои деньги подожди, забрал. подожди. Он забрал деньги у моих зрителей, которые по $7 купили билеты в Dota TV, Почему которые мои 15 тысяч человек смотрели, они хотели увидеть офигенную игру, а тут просто был слив. И Чего? всё. Какой слив? Они Экшен ролулечки хотели? ставили. Ну, Экшен собственно, получили. это подставная игра во О, всех- я слил игр 70%, наверное, то, что мы Не, играли. ну подожди, ты Кстати, знаешь, кстати, Семен. А ну-ка, my dear friend. Все ставлю против себя каждую игру. И тут этот Дэнди на этих паках, он мне просто уже не дает играть. Мне все деньги уже уходят в никуда. Дэнди, кстати, говорит, что он поставил на себя. Что думаешь по этому поводу? Каждую Они игру поэтому ставят хвалят. на, Я, на короче, себя. ставил 2 раза на себя, что я могу ставить? Да, на себя, Нет, пожалуйста. просто Нет, сам себе нет, 3 вообще, рарочки вообще ты завез. не имеешь права ставить по сути. Вообще Не, не участвовать деньги. в Деньги у ставках. меня нету денег. Я Ты всё уже рарочки не проиграл. имеешь права. Вот рарки-то почему нет? Ну а Слышишь, почему? мне Да, меч Потому что на деньги снайпера законодательство запретили. А, деньги законодательство, да, то есть фишечки, Либо по вы сути, вообще должны ставить были можешь. дело Соло передать в прокуратуру и Вот умыть именно, руки. Гусь. Да, вот мы поступили хорошо, потому что если мы передали бы в прокуратуру, И Ты что решил, что ты получилось? судья Дред. да, да, мне там не перерисовали молоточек вот такой, собственно, в фотошопе. Если мы передали дело в прокуратуру, то я думаю, что оно было бы не таким веселым. Скажем, как оно здесь. И 332 было бы не особо-то веселое. Ну, собственно, я думаю, позицию свою я Нет, так это же озвучил. ваше решение, какая разница? Да, но наше Вы решение сделали, это так бан. вы сделали. То есть, если они захотят, как бы я имею в виду Соло или организация Rockskills, оспорить это решение, там, не знаю, подать на нас в суд за то, что мы на них наговариваем и так далее, тогда да, пойдет уже другое дело, другая Сейчас разборка. найдется Да. хакер Да, ты Семен, думаешь, что и она- который с Ну, девушкой а Соло суд- спит. кто его водки знает? пришли. Да не, ну очевидно, что это он сделал, понятное дело. То есть то, что вот это все шутки и все это не договаривают, это все понятно. Но какая разница вот тебе, что он сделал? Ты говоришь про эти про рарки, про какие-то деньги. Не, мне Ставишь большая на- разница, потому что на моем турнире был замечен читинг. Это то же самое, чтобы у меня играл бы кто-то с Мапхаком. У меня уже играл Барбар с Мапхаком, я его дисквалифицировал читерский матч. Я чувствую столько всех моих деяний. Все, Барбар тогда его поймали, они спорили очень-очень долго, его на год дисквалифицировали, год Барбара не было видно. Его вообще Потом нет. он вернулся, ну там где-то он играл. Все, Сломал 2 раза судьбу. было замечено. Барбара дисквалифицировали на год, его год не было. Соло дисквалифицировали пожизненно. Не только мы, Так он а же и не уже играет с Джойн читами. Он ничего же не Что? делает Он, плохого. он сделал хуже, чувак, он сделал хуже, он слил игру. Ну что, Чувак, это бывает слив такое. игры, ты понимаешь, что в футболе за такое просто убивает вообще, за слив Так что, игры. извини меня. в Чувак, футболе. это слив игры. У команды есть болельщики, у Rockskills огромная армия болельщиков. Он просто Была. взял и вот так, знаешь, вот так, была. Просто взял им и я $332. Нет, ну то, что он не совсем хорошо поступил, это уже другой вопрос. Ну, опять-таки, вот этот вопрос, он в плоскости морали, он вообще по-другому рассматриваться должен. Потому что да, это Да, был например, на что он потратил деньги? Вдруг Это он не купил важно, что книги подать. для Я бедных. тебе скажу так, даже если у него ситуация тяжелая и так далее, все очень просто становится, если ты признаешь свою вину и раскаиваешься в этом. А деньги? Но он тянет за собой сейчас всю организацию, все команды и так далее. Деньги это такое, он уже Ты их сам думаешь, что он вывел. им не сказал? Вот, правильно, Вилан что хочет, чтобы он сознался и сдал подельников. Вот, если он сознается, если он сознается, А если сдаст он подельников, сдаст тебя? пожалуйста, пусть сдает. Если я виноват, пусть сдает. Тебя Я имею ставить дисквалифицируют на деньги. год? Я имею право ставить деньги. Так это я ты их поставил ставил. деньги на соло, чтобы пропиарить StarLadder. Я Всего лишь за поставил 200 деньги на баксов. слово. Нет, тут мне вообще Ты поставил идеи. Соло. Ах, ты Точно. хакер Семен! Ты знаешь, как зовут девушку Соло, бывшую?
Все это знают. Знаешь, все видно, видно. А теперь, товарищи, сюда. Вы организация НАТО Свинцера. А вы знаете, кто Я как накопал, вольный наблюдатель. кто накопал контакт и ссылку, имя, фамилия девушки Соло? Знаете кто? Эш? Марчелло. Он за справедливость. Вернемся к команде Пам-парам. Нави, что ли? Или кто подставил? Правильно, Марчелло. Вот все. Марчелло. Unwatch. Lifetime бан на Сларне играть не может, все. Больше. Я лично выдал. Бананом печать ставь. Дай мне полетать, на мне она круче смотрится. Нет, спасибо. Ладно, короче, это был Вилат, взятка. я все рассказал. Смех смехом, но, ребят, я думаю, вы понимаете наше положение. Все прекрасно знают, насколько я болел и всегда поддерживал команду Rockskis, насколько я в хороших отношениях с Дредом и Соло был. И, ну, очень приятная мне команда, но ситуация настолько неприятная, что неважно, кто оказался в этом положении. И если бы в этом положении, например, оказался бы Сашка, я бы, конечно, ничего не сделал. Шучу, шучу. Я надеюсь, что, в принципе, менеджмент Рокс и StarLadder как бы придут к общему знаменателю. Я не участвую в разборе полетов, потому что я здесь на DreamHack немного занят. Там разбирается Каспер, Матрикс, Стримчик, собственно, разбирается с Роксами. То есть я не знаю, что там происходит. Меня не держат в курсе, я даже не в конфе, где это все происходит. Но, как пообещал Каспер, я думаю, вторник-среда мы услышим результат вот этих разбирательств и будем надеяться, что закончится это А хорошо. вывод в чем? Что в Rockskis мало платят. Это уж твой вывод. А для меня вывод, что не надо лезть Куда? далеко. А я на себя буду ставить. Вот на себя тоже нельзя хвост. Вот нельзя. Нельзя. В Корее уже там ставили и на себя, и против Так себя. а что на себя нельзя ставить? Я же Потому сам что ты тащу, не я имеешь же права вообще красавчик. участвовать в играх этих. Ты не хороший Могу, человек. умею. Ты имеешь на них влияние. А если я Давай. хорошо, вот смотри, я зарегистрирую Фанника. Фанник, ладно, играет. Другого Фанника зарегистрирую. И он будет ставить на меня. Я Фаника могу ты не так зря, сделать? что мы же зарегали ставили. И ставит. И, по-моему, это пора передавать так выше. Все, мне пора идти гулять. В суд. Гоу. Заканчиваем. У вас интервью. только косвенные улики, а вы сразу без суда, без следствия человека Гоу. засудили. Вот начинается. Косвенные улики. Так, Ладно, я думаю, продолжите уже не на камеру ваши Ладно, пойдем. дискуссия, да, Мы это капитан видим. Дред? Ладно, все, Город, дискуссию слушай, заканчиваем. потом да, И если будут вопросы, можете присылать, будем отвечать на них. Араныч, ты хочешь Скажи что-то. Человек банан. Центр ехать. Плешка.ком. погулять, что